Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Выразив соболезнования Джавахиру Барану, он делает вид, что только что встретил Сабиху. Когда Джавахир хочет уйти, Баран не позволяет этого и хочет принять его. Когда они выходят оттуда, Сабиха говорит, что не знает, что они встречались с Бараном, и что она защитит Барана и Дилана от Джавахира, чтобы он не сделал. Ханифе говорит моей дорогой Цеврии: «Мне нужно было кое-что сделать, я спокойна, я вырастила ее, не разлучая со своими детьми». Он позвонил Джавдите Дилан и сказал: «Позвони мне, когда будешь доступен». Джавдит приходит на ум Дилану, звонит и спрашивает, как они. Они мило беседуют, и Дилан объясняет, что видел Цеврии во сне. Джавдит не выдерживает этого и сообщает хорошие новости о ребенке. Когда моя тетя Дилан говорит, что я должен поздравить ее, если она живет там, Джавдит приходит к Цеврии, которая разговаривает с Ханифе. Как раз в этот момент Ханифе слышит, как Ханифе говорит: «Его отец ушел, а его мать ушла, я не знаю, где он, пусть он продолжает знать нас как свою семью», и вешает трубку, говоря, что позвонит Дилану позже. Когда Джавахир говорит: «Может быть, сейчас неподходящее время, но будет собрание ассоциации, на котором будут уважаемые бизнесмены, и я хотел бы вас там видеть», Баран говорит, что я не буду давать никаких обещаний, но я подумаю, это точка. Джавахир еще раз выражает соболезнования и уходит. Джавдит очень злится на Гэжу Ханифе и кричит: «Почему ты не дал мне письмо от матери Дилана? Где-то там у этой девушки есть мать». Джавдит злится, спрашивая, как можно пожертвовать Диланом ради кровной мести. Цеврия говорит, что, возможно, это было лучше для Дилана. Она очень любит Барана. Джавдит тоже злится и заставляет ее замолчать. Джавдит говорит, что пойдет и расскажет Дилану, и в этот момент приходит господин Сейд и спрашивает, что происходит. Джавдит спрашивает: «Ты спрашиваешь», и показывает письмо. Дилан приходит к Барану и сообщает хорошие новости о том, что я все еще жив. Когда Баран предлагает отвезти вас в дом ваших братьев, если хотите, Дилан сначала волнуется, а затем спрашивает, можно ли пойти в такое же время в другой раз. Баран говорит, что больше ничего нельзя откладывать, особенно в отношении тебя, и Дилан целует Барана. Тем временем прибывают господин Кудрет и Джихан, а Дилан уходит, чтобы я мог подготовиться. Баран говорит, что Джавахир пригласил его на вечер ассоциации, но он подумает о том, чтобы пойти. Господин Кудрет спрашивает, хочет ли Сабиха мира. Баран говорит, что да, после инцидента в Гульшахе он понял, что все было ложью, и его отношение к нам изменилось. Потом, когда Керем сказал, что собрал информацию о жизни Сабихи в Германии, господин Кудрет захотел посмотреть. Баран ищет документы и не может их найти. Ферат узнал от Дерии, что Гуль не получил чек и что они планировали эту игру с Хасаном. Он просит у Хасана отчет и кричит: «Мисс Азади, ваш отец прав», и злится, потому что эта девушка не подходит для нашей семьи. Баран повсюду ищет файл с Сабихой. Господин Кудрет продолжает следить за Сабихой. Приходит известие, что я снова потерял следы в бизнес-центре, где они потеряли следы в прошлый раз. Сабиха приходит к Джавахиру и злится, спрашивая, что вы пытаетесь сделать. Джавахир Баран говорит, что за ним преследуется человек, мы его раскрыли, ваш интерес ко мне не будет понят. Когда Сабиха говорит, что наше с вами сотрудничество закончилось и больше не вмешивайтесь в мои дела, Джавахир увольняет ее, говоря, чтобы она ушла сейчас и никогда больше не заходила в этот офис. Дилан приходит к Барану и спрашивает, что случилось, когда она увидела, что он дышит через нос. Баран идет к Дилану, чтобы узнать, есть ли у вас очень важная информация. Несмотря на то, что Дилан спрашивает, я даже не знаю о существовании файла, что в нем было. Баран ему ничего не говорит. Когда Дилан говорит моему отцу, это твоя работа, если ты так этого хочешь, я могу пойти.
Когда Дилан говорит: «Но ты сказал, что мы пойдем», а Бэрон говорит, что все изменилось, и ты больше не можешь выходить один, Дилан опускает лицо и выходит из комнаты. Бэрон: есть брешь в безопасности, они решают заменить всех мужчин. Они думают, что им придется вытащить их всех, чтобы найти крота внутри. Дилан звонит Сабихе и спрашивает: «Почему ты не вытащила крота, взяла напильник?» «Я не купил его», думая, что его купила Сабиха Джавахир. Баран Карабей говорит, что он больше не мой враг. Дилан говорит, что я хочу тебе верить, и они кладут трубку. Сабиха Джавахир не успокоится, мне придется решать этот вопрос радикально, а она думает как. Баран приходит на кухню, ищет Дилана, но не может его там найти, а когда он уходит, приходит Ферат. Он говорит Ферату Гулю: «Я все узнал, почему ты мне не сказал? Если бы ты знал, мы бы сейчас не были такими». Затем, когда Ферат говорил: «Мне очень жаль, простите меня», госпожа Кадер приходит к ним и говорит им держаться подальше от моей дочери. Она говорит: «Как вы можете позволить ей выйти замуж за Салиха? Я не люблю его». В то время как госпожа Кадер говорит, что не вмешивайтесь между мной и моей дочерью, Ферат говорит: «Я сделаю это, я не позволю ей выйти замуж за человека, которого она не любит». Бэрон наконец находит Дилан в саду и вымещает на ней весь свой гнев. Дилан злится и спрашивает: «Почему ты на меня кричишь, этого достаточно?» Джевдет просит Ханифе и Сейд Бей объяснить, почему они спрятали все эти вещи от Дилана. Когда Джевдет говорит, что все узнают правду, Ханифе плачет и говорит, что кровная месть начнется снова и никому из нас не дадут жить. Но Джевдет, мама, говорит, что это лучше, чем жить во лжи, и уходит. Бэрон приносит Дилану что-нибудь выпить в его комнату. Он извиняется перед Диланом, говоря, что все сошлось, я выместил свой гнев на тебе, извини. Когда Дилан Тома говорит, что я бы хотел, чтобы вы мне сказали, Бэрон говорит, что в особняке есть утечка безопасности и файл затерялся, поэтому я не отпустил тебя одного. Бэрон говорит, что я должен защитить тебя и свою семью, я больше не могу терпеть, когда кто-то грустит, особенно ты. Дилан говорит: «Когда мы будем такими же, как прежде». Бэрон обнимает Дилана и говорит: «Почти пора». Цеврей не может добраться до Джевдета и выходит посмотреть, где находится господин Сейд. Когда Бэрон обещает, что ты будешь хорошей тетей, мы не смогли пойти сегодня, но мы пойдем, Дилан говорит, что я знаю, что ты сдержишь свое обещание. Потом он говорит: «Подожди, давай я позвоню брату», наш разговор был неполным, я думала, он позвонит, но он не позвонил и звонит. Джевдет не хочет говорить и не берет трубку, но Дилану становится любопытно, и он звонит Цеврии. Когда Севрии берет трубку, Дилан говорит: «У меня хорошие новости, поздравляю», и Севрии благодарит его. Дилан спрашивает: «Я не смог связаться с братом, есть какие-нибудь проблемы?» Севрии игнорирует его. Когда Дилан спрашивает: «Можешь ли ты передать это моему брату?», Джевдет говорит, что он спит. Когда Дилан говорит, что мой брат не будет спать в этот час, Дилан спрашивает моего брата: «Он не будет спать в этот час, в этом нет проблем, верно?» Затем, когда Дилан говорит: «Тогда отдай мне мою мать», Ханифе не хочет говорить, и Дилан слышит, как она говорит: «Она спит». Цеврей говорит, что все спали, я одна осталась, как сова. Когда Дилан повесил трубку, ему было очень скучно, и он сказал ему, что его мать, Ханифе, никогда не любила его и никогда не заботилась о нем, когда он был маленьким. Бэрон говорит: «Моей любви и силы тебе достаточно, пока ты со мной», и обнимает его. Пока Гуль накрывает на стол, к ней подходит Ферат и говорит: «Давай поговорим», но Гуль говорит, что сейчас уже слишком поздно говорить. «Мой Ферат Гуль, я совершил большую ошибку, пожалуйста, прости меня, от моей любви к тебе перехватывает дыхание, пожалуйста, дай мне последний шанс», умоляет он. Гуль реагирует, она говорит: «Я послушала то, что собиралась послушать, я поняла то, что собиралась понять», и идет на кухню. Баран говорит: «Мне нужно идти на работу и заниматься тем, что интересует Керима. У меня такое чувство, будто я остался незавершенным».
Иногда я беру телефон, чтобы позвонить Керему, и тогда все факты обрушиваются на меня как пощечина. В лицо. Дилан держит его за руку и поднимает ему моральный дух, говоря: «Я всегда с тобой, пока мы помним Керема, он будет продолжать быть с нами». Встретиться с Бараном. Баран на самом деле не хочет идти, но господин Кудрет говорит: «Мы в особняке, не волнуйтесь, идите и поговорите с охраной». После того, как приходит Дилан, он говорит, что нам надо пойти к моим отцам, мне будет неуютно, пока я их не увижу, но Баран ничего вразумительного не говорит, посмотрим. Как только Дерья видит Барана, он говорит ей, что она нездорова, и Баран злится. Дерья говорит, что я несу ответственность за все, это из-за меня Дилана похитили со свадьбы, а тебя застрелили. Дилан снова звонит Джевдету, на этот раз, когда Джевдет прерывает его, Дилану становится очень не по себе. Он говорит, что этого не произойдет, если я пойду, но этого не произойдет, если я не пойду, мне обязательно нужно увидеться с братом. Сабиха приходит к Джавахиру и говорит: «Джавахир, я говорила тебе не приходить сюда». Когда Сабиха говорит, что если вы боитесь, что наша связь будет раскрыта, то я деловая женщина и могу поговорить с кем угодно, Джавахир говорит: «Давайте не будем говорить бойтесь, а защитите моего партнера». Джавахира угрожает, что если мы не останемся партнерами, я продолжу защищать вас, но если вы скажете, что партнерство прекращено, вы перережете себе еремную вену, и этот файл снова попадет на стол Барана. Ханифе обращается к Джевдету и говорит: «Не делай этого, ты хочешь снова начать вражду». Джевдет говорит, что несмотря ни на что лжи, которой вы подвергли эту девушку, достаточно, и вешает трубку. Дилан говорит, что она очень обеспокоена и не успокоится, пока не увидится со своим братом и не покинет особняк. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.